По словам соседей, этого щенка привели в дом еще совсем маленьким, при этом его сразу посадили на цепь, надеясь сделать из него хорошего охранника. Щенок был совсем крохотным, он скучал по маме и поэтому постоянно скулил. Он еще не мог понять, что теперь ему предстоит борьба за каждый кусок хлеба и минутку внимания. Метровая цепь давила на малыша, но освободиться от нее можно было лишь сбежав. У щенка это получалось несколько раз, но каждый свой побег он пребывал в страхе, зная, что вернувшись встретится с криком, и не только с ним. В прогнившей будке, открытой всем ветрам и прикованный к тяжелой цепи, пес жил 5 лет. Он исправно охранял дом, но получал за это лишь объедки, нередко уже протухшие и засиженные мухами. Когда такая жизнь совсем лишала его сил, он умудрялся освободиться от ошейника и сбегал. Видевшие его на улицах люди были убеждены, что пес бездомный, ведь ни один хозяин не допустит, чтобы его животное было таким худым, а его шерсть покрывали колтуны. Жизнь на улице была сложной, но здесь пес мог вдоволь набегаться, выпросить у людей еды, а если повезет, найти на помойке кость. Тяжело было только спрятаться от других бездомных собак, которые тут же норовили отобрать его добычу. Зимой пес в очередной раз сбежал, но на этот раз решил не возвращаться. Дом его хозяев был ужасной тюрьмой, а они сами не более чем жестокими надсмотрщиками. Неделю пес провел на улицах города, спать ему приходилось на снегу, поэтому его колтуны почти сразу покрылись сосульками. Когда песика заметила девушка, он выглядел ужасно. Девушка пожалела собаку, она начала подкармливать ее. Через время пес начал доверять девушке, он всегда подавал ей лапу в знак благодарности. Во дворе, где теперь жил пес, далеко не все оценили доброту девушки. Пса прогоняли, дразнили, обижали. Девушка переживала, что рано или поздно Грант пострадает от такого обращения, поэтому попросила у меня помощи. Пса я забрала сразу. После мытья и расчесывания оказалось, что Грант – помесь ретривера. Пока он живет в загостинице, условия в которой намного лучше, чем на улице и даже в его прежнем доме. Здесь его не заставляют отрабатывать свою еду, разрешают гулять, о нем заботятся.